Кольский полуостров достигнут. По этому поводу предлагаю вспомнить и подвести итоги маршрута 6 серий. Мы выдвинулись из Москвы в направлении Санкт-Петербурга. Осматривали то, что осталось от некогда Великого Петербургского тракта. По нему въехали в Великий Новгород. Изучили его Кремль. Вскоре свернули с федеральной трассы, чтобы переместиться уже в Древнюю Русь, в городе Старая Ладога, и заночевать на суперском месте около маяка Осторожно. Дальше была крепость Карелла, выезд из Ленинградской области. Целая серия была посвящена сложной дороге на озеро Импелампе, благо без происшествий. Большой водопад Белые мосты в Карелии. Ну и Медвежьегорск со своим советским фильмом «Любовь и голуби». Уже из Медвежьегорска мы выдвинулись по трассе П-21 Кола четко на север. Заглянули на водопад Войтский Подун. Походили по беломорским петроглифам. Заночевали в Кемском пересыльном пункте Соловецкого концлагеря. Немного полазили по заброшкам в поселке Африканда. И чуть-чуть не добрав до Мурманска, сейчас едем в Териберку. Кто-нибудь понимает, зачем у Кольской атомной энергостанции построили вот эти ветряки, которые не дышат, в них вложили бабос, у нас энергии выше крыши, и зеленая энергетика нам, по-моему, пока не нужна. Впервые видим Баренцево море. Териберка приветствует нас, асфальтик шикарнейший. О, одни гостиницы тут. Че, Мишань, ты в какую? Туристический комплекс, нет, ну прям. Дискобар, нифига. Мы приехали в Териберку, начинаем осмотр самых значимых мест. Здесь перед вами рыболовецкие суда 30-х годов прошлого столетия, которые уже никому особо не нужны, разве что в плане достопримечательностей. Ну что, дерево твердо, мне кажется. Оно уже промариновалось слишком сильно. Мореный дуб? Ага. Ну-ка. Да нет, тверденькое вроде. Все знакомые нам водоросли. Проверь-ка водицу. Прям холодно, но тут градуса 4, наверное, не больше. Ну-ка, сейчас эксперт залезет. На Белом море, конечно, теплее была температура. Я тебе говорю, да. Краткая история Териберки. Сначала формирование Советского Союза и 30-е, 40-е годы это был рыбацкий поселок. Деньги шли здесь, всем все очень нравилось. Потом рыба стала приходить в более изученные места, и здесь уже не потребовалось таких спецсудов, и вообще в принципе сам поселок начал вымирать уже. И вот с 2010 года у него появилось второе дыхание в виде туристов. А, наверное, добавим еще, что дыхание это еще добавил фильм «Левиафан». Как считаешь? Ну, он все и сделал, как бы. То есть этот вообще никто не ездил. то есть этот фильм «Дыхание второе» сделал. Ну, ясно. Мурманская область, все четко, как в Якутии. Вот эта ягода толокнянка. У нас, по крайней мере, называется в Якутии. А как она тут называется, я не знаю. А вот это вот у нас называется волчья ягода. Раньше вот того моста не было.
была переправа только. Мост совсем недавно построили, то есть 2000 там какой-то год. Посмотрим тоже, все прогуляемся. Все. В смысле, пляж прогуляемся только или искупаемся? Я пока еще не созрел, наверное, для такого купания. То есть, температура воды холоднее, чем температура воздуха. Мы не так давно ездили по Карелии и рассказывали, как там туристы платят деньги. Но это, оказывается, ничто по сравнению с Териберкой. Сейчас узнали цены в соседнем тут с нами, где мы разговариваем, отельчик стоит. Цены начинаются за номер для двоих от 8000. Домик снять стоит от 22 тысяч. Как вам, друзья? Поддержим? Это Баренцево море. И пляж каменный. Что там, какая-то ягода? Дай попробую. О, спасибо. Да, это голубика. Ну вот, дорогие телезрители, мы добрались до Баренцева моря. Сегодня немного штормит, а в целом ничего. Правда, в Москве плюс 28, а тут плюс 12 с ветром, холодным севером. Ну-ка, мы обнаружили, кажись, ламинарий. Вот оторвал кусочек от этой мохнатой пальмы. Ну, морская капуста. Не передать ощущения. Как из банки. Видим Батарейский водопад, но сюда теперь только пешкадралом. Прошли 4 километра, а раньше спокойно можно было подъехать на машине. В чем проблема была закрывать, не знаю. Находимся около известной школы в поселке Териберка. На улице очень ветрено. Решили пойти посмотреть, может там есть парты. Мы там тогда организуем чаепитие. Интересно, остались парты? Нет, Миша? Это у нас с чаем вопросы будут. Вот тут теплее гораздо. Можно вот тут организовать чаепитие. Задачи по математике. А год непонятен, да? Ну, я, может, сейчас найду. 1988. Что там? О, стильный холодильник. В Москве бы его... А нет, его уже не спасти, ЗИЛ этот. Но внутренности обычно убирают и это... Восстанавливают такие стильные холодильнички. Вот вам посыл, Миша, посвети-ка. Вот, все, кто не учится, видите, что написали вам? Знание – сила.
Главный вход, видишь, вот гардероб. Это все ветер вот так задувает. Жутко прям. Буфет, что ли? Ну-ка, пойдем. Так я пожрать хочу как раз. Что на раздаче-то сегодня? Ну что, школьнички-пионеры дорогие, откушать желаете? Сегодня, как видите, продуктов не завезли. Обращайтесь лет 30 назад. Идем выше, к основным классам. Теорема 1 и 2. Вид из окна на Баренцево море. На улице, кстати, Миша, дождь пошел. Что, опять книжки какого года хочешь? Ну вот это у меня был такой учебник. Вот такой учебник. Миш? Да. Эта школа тебе как напоминание, что скоро 1 сентября, и тебе тоже нужно идти в школу. Ну не в такую, конечно. К счастью или к сожалению, не знаю. Что? Степень прямо стоячий. А, тут даже осталось, нифига себе, аппликации какие-то. Это гербарий, что ли? Ну да. О, кажется, у нас появился стол. Ну да. Ну тут, правда, ветрено немного. Это то, что я думаю. Да, это сортиры. В этой школе есть очень известная граффити, там очень такая серьезная надпись. О, нифига себе. Вот это находочка. Это же диафильмы смотреть, только все разбито. Не диафильмы, ну по типу это слайды смотреть, слайды вставлялись и проецировалось на картину. А вот это уже интересно. Вот, по-моему, вот спортзал, да. Как и планировали, отобедали мы прямо в одном из классов школы. Не, конечно, если я в Тереберку автостопом приехал, я бы тут палатку поставил, здесь же везде ветер, ну, 8000 за ночлег, считаю, перебор.
дорога ведет в никуда. Дорогие телезрители, скоро мы увидим конец этой шикарной дороги на Кольском. Баренцево море, скалы и все, конец. Машину аж качает, ее вообще в этом месте, ну, как бы держит, конечно, но раскачивает очень сильно. Вот место это. Если вы видите, дорогие телезрители. Вот что делается с палатками, кто хочет отдыхать на Баренцевом море. Я что-то в таком виде отдыха немного сомневаюсь. Поэтому вы подумайте, когда собираетесь ехать с палаткой на Баренцево море. Это ужасные вещи, их просто сносит. Что бы вы ни делали там, какие колья не подложили, камни, их, видите, что происходит. Здесь в 2009 году «Газпром» решил построить нефтеперегонный завод, но после начала работ проект признали невыгодным, а в 2011 строительство заморозили. Ну и грех в конце не вставить несколько кадров из фильма «Левиафан».